Если вы не готовы полностью отказываться от бензина, но уже чувствуете, что пора сделать шаг навстречу будущему, то у Lynk & Co для вас есть ответ. Это новый седан 10 EMP может оказаться идеальным выбором. Это стильная, продвинутая и очень интересная гибридная альтернатива Toyota Camry. Он сопоставим по размеру, но превосходит по технологиям, дизайну и эмоциональному эффекту. Это автомобиль для тех, кто хочет современности, но не готов бросаться в омут электрокаров с головой. Новый седан, как компромисс между будущим и настоящим. Эффектный, мощный и при этом удивительно экономичный. Итак, начнем с важного уточнения. Бренд Lynk & Co позиционирует 10 EMP как новую самостоятельную модель, но на деле это гибридная версия уже известного электрического седана Lynk & Co Z10. Напомним, полностью электрическая четырехдверка Z10 вышла на китайский рынок осенью 2024 года. Однако громким хитом она не стала. С января по май 2025 года в Китае было продано всего 2383 автомобиля. Для сравнения, за тот же период Xiaomi SU7 разошелся 132 467 экземпляров. Разница более чем красноречивая. Видя такую реакцию рынка, компания сделала ставку на прагматичную альтернативу – мощный и экономичный плагин-гибрид. Ставка логичная, инфраструктура зарядных станций по-прежнему развивается неравномерно. А гибриды, особенно с запасом хода более 1000 километров, сегодня в Китае и за его пределами остаются самым жизнеспособным решением для тех, кто не готов полностью перейти на электромобили. Автомобиль продолжает фирменную дизайнерскую философию Lynk & Co под названием Next Day. Внешность сразу привлекает внимание. Спереди двухъярусная оптика, агрессивный бампер, закрытая решетка радиатора и рельефный капот. Сбоку стильный профиль с покатой крышей в духе фастбеков, скрытые ручки дверей, гладкие линии и аэродинамические диски. А сзади эффектный сквозной LED-фонарь с оригинальной насечкой, спойлер на крышке багажника и массивный бампер с диффузором. Смотрится не только стильно, но и по-спортивному дерзко. Из интересного, уже в базе установлена продвинутая система автопилота с лидаром, разработанная совместно с Zeekr. Она работает на мощном чипе NVIDIA Drive Thor и поддерживает фирменную систему помощи водителю Jeep Pilot H7. Автомобиль умеет не только парковаться сам, но и спокойно вести вас по шоссе или в городском потоке. Из-за более агрессивных бамперов и лидара на крыше гибридная версия немного прибавила в габаритах по сравнению с электромобилем. Длина увеличилась на 22 мм до 5050, а высота на 24 мм до 1487. Остальные размеры остались без изменений. Ширина 1966, колесная база 3005 мм. Автомобиль в базе комплектуется 19-дюймовыми колесами, но за дополнительную плату можно поставить более эффектные 21-дюймовые. Вес зависит от выбранной батареи и варьируется от 2137 до 2257 килограммов. Lynk & Co 10, построенный на современной платформе CMA EVO, и получил подвеску спереди, двухрычажную, сзади, многорычажную независимую. Также в новом автомобиле установлен современный комплекс подвески с переменным демпфированием FSD. Цветовая палитра пополнилась 3 новыми перламутровыми оттенками – фиолетовым, бежевым и золотым. Особенно интересен последний. Под разным углом освещения он меняет цвет и может отливать зеленым. А вот мы и добрались до главного, что же там под капотом. Если у электрической версии в большинстве комплектаций привод только на задние колеса, то гибрид сразу идет с полным приводом. В основе гибридной установки EMP бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 163 силы и крутящим моментом 255 ньютон-метра, который отличается высоким тепловым КПД 47,26%. К нему добавляется трехступенчатая коробка передач DHT EVO, которая передает мощность на передние колеса. Но и это не все. На помощь приходят сразу 2 электромотора. Мощный передний на 245 сил
и подключаемый задний на 122. В итоге производитель заявляет суммарные 530 лошадиных сил и крутящий момент 755 ньютон-метра. Разгон до сотни занимает 5,1 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км в час. И при этом расход топлива радует – всего 4,2 литра на 100 км. В общем, гибрид умеет быть и динамичным, и экономичным. На сегодняшний день это отличное сочетание. Для тех, кто хочет сэкономить еще больше, седан можно использовать как электромобиль в повседневной жизни. Доступны две версии аккумуляторов – на 18,4 и на 38,2 кВт-часа. Это дает запас хода на чистой электротяге по циклу WLTP 100 и 190 км соответственно. Производитель пока не раскрыл общий запас хода, но при наличии 60-литрового бензобака можно уверенно рассчитывать на дистанцию более 1000 км. А если потребуется подзарядиться по-быстрому, не проблема. С 30 до 80% батарея заряжается за 15 минут. Внутри седана доступны 4 цвета салона – оранжевый, белый, черный и серый. Салон выполнен из качественных материалов. Здесь есть и мягкая замша, и стильный алюминий. Натуральная кожа украшает двери, центральную консоль и сиденья, придавая интерьеру особую элегантность. Узкая приборная панель, большой 15,4-дюймовый горизонтальный экран и проекционный дисплей создают современное технологичное настроение. Всем сиденьям нового автомобиля доступны массаж, вентиляция, подогрев и электрорегулировка. Угол наклона спинки заднего сиденья можно регулировать в диапазоне от 117 до 124 градусов, что позволяет найти удобное положение. В салоне продумано все до мелочей. В переднем ряду есть быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, а окружающее освещение создает приятную атмосферу. Центральный подлокотник выполняет двойную функцию. Там можно хранить вещи, а при желании он даже может охлаждать или подогревать содержимое. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен небольшой столик. Отличный бонус для работы или перекуса. Аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками подарит качественный звук. Особый акцент – подъемный динамик на передней панели, в котором аккуратно спрятаны дефлекторы обдува. Рыночный дебют нового бензоэлектрического седана запланирован на третий квартал этого года. Точные цены пока не объявлены. Обычно гибридные модели обходятся немного дешевле своих полностью электрических собратьев. Например, Lincoln Co Z10 сейчас в Китае продается в диапазоне от 26 до 36 700 долларов. Можно предположить, что новый гибрид будет стоить примерно столько же или немного дешевле, учитывая, что его будут предлагать исключительно в полноприводных версиях. Если вы пока не готовы полностью перейти на электрику, но ищете стильный, современный и мощный седан, обратите внимание на Lincoln Co 10 EMP. Такой автомобиль – это как хороший кофе. Крепкий, бодрящий, но с мягким вкусом. Не слишком электрический, но и не скучный бензиновый, золотая середина для тех, кто ценит и комфорт, и технологичность. Новый гибридный седан умеет удивлять динамикой, при этом не заставит тратить время на постоянную подзарядку. Для тех, кто живет в ритме большого города, но не готов жертвовать разумом ради моды. Если хотите драйв с головой, этот гибрид именно для вас. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле, и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.